Ой, дорогие подписчики, мы едем с Иринкой на садовод, да? Здесь можно приобрести недвижимость, если что, обращайтесь. Не только здесь. Иринка, ну расскажи что-то еще. У меня просто вчера были гости, Ага. да, мы вчера ездили с ними туда-сюда. У нас было много дел, поэтому мы ездили везде. Они говорят, как ты тут водишь? Как ты тут водишь? Я говорю, это вы просто в Каире не были. Хургада по сравнению с Каиром это просто детский сад в машинке. Играть. Потому что, несмотря ни на что, конечно, Хургада более свободна. Здесь можно более свободно передвигаться за рулем, чем в Каире. Мы едем с Викторией сейчас за рулем, едем на плантации, на плантации растений. Я даже не знаю, как это называется, вот эта штука. В общем, я рассказываю. Да, садовод Хургады. Здесь вот часто возят машины, но вывозят вот оттуда, именно в том месте. Его никто не знает, кроме меня. Конечно, я утрирую, да, кто-то знает, но это трудно найти. Ой, смотри, как себе человек едет, смотри. Да. Здесь еще иногда детей в багажниках возят. Вот так вот посадят, не вместятся, откроют багажник, туда детей насажают и возят их. И возят. Да. Вот. Я начала о том, что рассказывать, какое движение в Каире. Вот. Мне сказали, что мы поедем на своих машинах. Я сказала, нет, я не поеду, я боюсь. Потому что в Каире это вообще просто что-то. Это надо быть таким виртуозом. Или настолько не жалеть свою машину, что туда поехать. Там все машины оттуда приезжают, такие пошорканные с двух сторон. В общем, мы поехали. Они уговорили, сказали, ой, мы там и вдвоем будем. Еще одна девочка ехала тоже впереди на машине, говорит, я поеду впереди, а ты за мной, ничего страшного. Мы съездили. Правда, когда ты уже входишь во вкус. В ритм, да? Да, в ритм, когда ты входишь уже в движение, у тебя уже появляется такой азарт, и ты уже вроде как и ориентируешься хорошо, потому что там все написано. И мы ездили даже с моим сыном, мы менялись. То он поедет за рулем, то я поеду. Ага. Ему, конечно, еще меньше лет, чем можно водить машину. Но здесь как бы так нормально к этому относятся, потому что нас даже остановили гаишники и спросили, а у тебя есть права? Он говорит, нет, это мама моя, просто она устала, и я вместо нее веду. Они говорят, ладно, веди. В общем, они так, да, они так нормально в Каире, да. Ты знаешь, я недавно в Фейсбуке встретила, мужчина написал, если вы приехали в Хургаду пожить на какое-то время, забудьте о правилах, просто вообще обо всем забудьте, и о наглости тоже. Просто когда вы едете, у вас есть единственное задание доехать от точки А в точку Б, просто как можете. Да, как можете. И еще вот это золотое правило 3D никто не отменял. Знаешь, ДДД, дай дорогу дураку. Ага, То есть как бы лучше всем уступать, чем переть буром. Даже если ты едешь по правилам, то не знаешь, как он, что у него в голове, как он едет. Может, он психопат. Может, он просто хочет проехать первый. Может, он просто торопится. Так, если к этому легко вот так относиться, то ничего страшного. Я тоже у меня муж водит машину, говорит, я шумахер. Я говорю, ты, может, и шумахер, а он, который рядом с тобой едет, он, может, и не шумахер. Поэтому берегите свои нервы и машины. Да. Нервы и машины, точно. Вот. Ой, тут смотри, какой-то у нас? Да, здесь какой-то построили карусели, качели, карусели. Мне нравится в Хургаде ездить на машине. Так что такие у нас тут ночная шумная такая жизнь у нас. Адаптация очень важна для тех, кто любит рано вставать, потому что здесь жизнь в основном ночная. Люди здесь днем спят, ночью бодрствуют. Мы как-то идем, смотри, ослик. Где ослик? Вон. Да. Еще один транспорт. Житель, у нас гужевой транспорт. Здесь вы можете на дороге встретить и осла, и верблюда, и лошадь. В общем,
ворона. Так что готовьтесь, да, кто едет. И не удивляйтесь, и не пугайтесь, просто здесь так принято. Это какой район, Ир? Это Мубарак 8. Мубарак 8, да? Да, вот видишь, мы вот сюда Ой. вот доехали, и теперь вот это вот невзрачное здание впереди нас, вот Мгм. это и есть вот этот вот... Многие меня спрашивают: Ира, где это, где ты покупаешь эти растения? Я говорю: ой, я не смогу объяснить вам, потому что это, ну, просто целый квест его найти. Сама, когда первый раз искала, я не могла найти. Слушай, Ну, как хорошо, вот мы что приехали. мы людям показываем Да. дорогу непосредственно на видео, правильно, да? Да, да. Так. Все, выходим. Вот мы приехали уже вот в этот ботанический сад или питомник для разведения растений. Видите, вокруг нас такая зелень, стоят пальмы, растут, и здесь вообще очень много растений. Если вы были в Хургаде, вы, может быть, замечали, что часто по улицам ездит машина, и нагруженная вот этими всеми растениями. Они едут обычно очень медленно между домами и предлагают вот эти растения, чтобы люди покупали. Или домой, или на балкон, или посадить себе в сад. Но обычно с машин эти растения продаются намного дороже, чем они продаются здесь. Поэтому я обычно покупаю все растения комнатные. И если куда-то мне нужно посадить на балкон или за дом, или куда-то, я покупаю здесь. Потому что здесь приезжаешь, спокойно выбираешь, здесь можно выбрать любую абсолютно. Хотите маленькие растения, хотите большие растения, хотите те, которые растут в тени, или те, которые растут на солнце. Можно, я часто спрашиваю: а эти куда садить? Они говорят: это на балкон. Я говорю: а какие в комнату можно? Он говорит: а эти можно в комнату. И я спрашиваю сразу: сколько поливать, как часто поливать, как много поливать, чтобы они не засохли. Потому что часто, если вы не знаете, можно либо залить, либо не долить, и они, в общем, долго у вас не проживут. Вот этого мужчину зовут Мааруф, и он работает здесь уже 20 лет. Представляете, какое огромное количество лет, почти столько, сколько я живу в Хургаде. Оди эльмакан ди минашрин сана? لا Хена? حوالي من 80 سنة. Таманин сана? Оказывается, вот этот вот ботанический сад, он примерно ему 80 лет. Я не знаю, я боюсь этому поверить, но вот человек говорит: تبع وزارة الزراعة. Абелькеда фи كتير زايدة ولا في حاجة تانية ولا أصغر ولا أكبر؟ أصغر. لما إحنا جينا هنا كبرنا الموضوع الحاجة. Когда только его этот сад насадили, он был небольшой, совсем небольшой кусочек земли. И когда вот он рассказывает, что когда 20 лет назад он пришел работать, они стали расширять, и стало больше и больше растений. Масалян кам зайда. هي عاملة 150 الواحدة. Бикама. الواحدة ب 150. Одна вот такая пальма стоит, пальма юка стоит 150 фунтов. Если вы будете покупать с машины, она будет стоить, наверное, раза в 3 или в 4 дороже. Поэтому вот здесь приходишь, здесь я обычно покупаю. И если какие-то пальмы у меня не выжили, ничего страшного, я могу приехать в любой момент и еще раз купить. Кам масалян хина кам пальма ди. Кам вахда. اللي هم اليوكا Юка. حوالي بتاع 300. Примерно вот этой юки я спросила: сколько у вас штук вот сейчас в настоящее время? Он говорит: примерно 300 штук. То есть это довольно большие объемы. ممكن في ناس جاي مثلا زي أنا ولا في ناس جاي من هوتيل اشتري كتير برضو. ناس كتيرة من برا بتيجي. Нас كتير. Я спросила: тут обычные люди приезжают или приезжают тоже отели, закупают себе растения? Он говорит: да, любые. И такие обычные жители Хургады приезжают, и отели приезжают, закупают для отелей, потому что я в отелях видела очень много таких вот растений. في حاجة لبلكونة ولا في البيت وفي حاجة برا برضو صح؟ في كل حاجة. يا مثلا دي بنانا صح؟ لا ده أجاستا. أغاستا؟ دي أجاستا. مش بنانا. لا نو بنانا.
Андак банана барду? لا Алишан зай банана безап. أغاشتا. Вот это растение называется агашта. Я подумала, что это банан, في но منها تاني هناك عندي. агашта. في تاني. Вот эти цветы, это называют они жасмин, индийский жасмин. И здесь обычно растут такие белые цветы, но сейчас они его рассаживают, поэтому здесь еще он не зацвел. А вообще цветы очень красивые. Я видела даже такие цветы, по-моему, в Таиланде. Они такие вот красивые, беленькие. И в некоторых отелях я тоже видела такие цветы. Но он еще не зацвел, поэтому здесь еще вот такие вот рассаженные деревья. Суданская роза. Смотрите, дерево какое. Еще вот этот вот, мне нравится вот этот щучий хвост, да, и некоторые называют тещин язык, потому что длинный такой. Это растение, вот видишь, смотри, сколько их много. Очень хорошо растет. И растет в тени. У некоторых, я знаю, у меня у знакомые, они постоянно не живут в Хургаде, они приезжают время от времени, они могут его на 3 месяца оставить, ну, полить в тазик с водой поставить, и 3 месяца он может стоять, и ничего с ним не случается. Поэтому очень неприхотливые такие. И может в тени стоять, кстати, и солнца ему особо не надо, этому цветочку. А здесь чувствуешь, какой запах? Да. Жасмин. Жасмин, цветущий жасмин. Можно даже цветочки вот эти в чай. Будет жасминовый чай. Очень вкусный запах. Да. Ой, невероятно. Ой, какие смешнючие вот тут вот. Да, Как ежики, да? как ежики, да. Тоже Ой. можно надолго их оставить. Ну. Какой-то цветочек здесь увидела. Что это? Как называется, дорогие друзья? Напишите. Мы не знаем с Иринкой, что за название. Вот тут что-то такое. Что это за цветы тут? Как в лесу, еле найти можно, да? Как? Вот как раз поливают. Как раз идет утренний полив. Бабочки, ой, как красиво. Как у бабушки в деревне. Бабочки, красота какая. Красота. Такое ощущение, да? Такое ощущение, что это лес, а тут, оказывается, все красиво в горшочках. Да. Смотри, Иринка, сколько здесь. Это лимоны даже. Лимоны даже, да? Да. На балконе мало. За ними надо уметь ухаживать, потому что они здесь знают, как ухаживать. А у нас они могут сдохнуть. Вот. Какие красивые кактусики. Ой, Ирин, конечно, наверное, они же цветут вот эти, правда? Да, цветут. У меня, знаешь, мы тоже в прошлый раз купили такой. У него листья опали, а потом он чуть-чуть подрос, и новые выросли вот эти листья. То есть все зелененькие, свеженькие, вот такие выросли. И он растет постепенно. Вот этот цветок называется агава. А это вот драцена из пальмовых. Довольно легко они растут. Легко ухаживать за ними. Вот это, я не знаю, как называется, но он очень неприхотливый. Он может стоять, можно его тоже очень редко поливать. Он очень неприхотливый и растет очень быстро. У тебя есть дома он, да? У меня было несколько. Какие ромашки! Ой, хочу ромашки, хочу! Ой, хочу ромашки! Ой, хочу! Ой, красота какая, боже мой! Да, какие розы красивые, Ир. Но на балконе они не будут расти, правда? Нет, это для улицы. Угу. Какие красивые розы тут. Вот эти вот их семена. И вырастают новые деревья. Они очень красиво цветут. Красными такими Класс. листьями, цветочками. Очень Я хочу акацию. Да. Такие красивые цветочки, не знаю их названия, но очень красивые. Мы с Иринкой решили купить еще ромашки. Иринка, и себе выбери, и мне. Ой, красота! Ну это вообще красота! Да, ну давай, будет нам память о нашем походе.
Вот эти цветы, вот мне почему-то нравится больше зелень. Вот когда вот так вот дарят просто букет вот этот вот, который на недельку постоит и все. Меня вот такие цветы не радуют. А мне больше нравятся вот такие зеленые. Гораздо приятнее, если мне подарят вот такую вот просто юбку или зелень. И я думаю, что другим тоже приятно. Какой-нибудь вот цветочек в горшочке подаришь, он, во-первых, будет дольше стоять, во-вторых, не знаю, он больше меня радует, потому что он живой, по крайней мере. А юбка очень долго стоит. Это очень неприхотливое растение. Поэтому он может годами расти. Старые просто нужно ветки обрывать, листья снизу. А так он будет расти дальше. Ну что ж, на сегодня все. Если вам понравился этот выпуск, вы можете меня единожды отблагодарить. Нажать на сердечко «Спасибо», которое расположено под видео, и выбрать маленькую сумму для обмена энергиями. Я увижу от кого. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.